В старом городе, где узкие улочки петляли между домами так тесно, что казалось, будто сами стены делятся друг с другом историями своих жильцов, жила полосатая кошка по имени Марфа, и ее жизнь была простой, тихой и предсказуемой, пока однажды все это не исчезло так резко, словно кто-то дернул из-под нее ковер и оставил падать в пустоту. Каждое утро она просыпалась на теплом пледе, который пах Анной, своей хозяйкой, слышала, как на кухне шумит чайник, как Миша, сын Анны, недовольно бурчит, собираясь в школу. И все это казалось незыблемым, частью мира, который никогда не изменится. Потому что почему он должен был измениться, если все всегда было так же, как и вчера, и позавчера, и за много дней до того? Но однажды в дом пришло письмо, обычный белый конверт, в котором скрывались слова, способные перевернуть жизнь полностью. Анна прочитала его и долго сидела молча, глядя в одну точку. Миша тоже замолчал и стал будто меньше ростом, а воздух в доме стал тяжелым, тревожным, как перед надвигающейся грозой. И Марфа, хоть и не понимала человеческих слов, чувствовала, что их жизнь треснула, как стекло, и по этому стеклу расползлись невидимые, но болезненные трещины. Вскоре появились коробки, потом чемоданы, потом исчез привычный порядок. Исчезли игрушки Миши с полок, исчезли книги, кастрюли, фотографии, а вместе с этим исчезло спокойствие. И Марфа ходила за Анной по пятам. Пыталась понять, что происходит. Но все, что она чувствовала, это нарастающее ощущение беды, которое сжимало ее маленькое сердце, словно чьи-то невидимые лапы. В день, когда все случилось окончательно, чемоданы стояли у двери, Анна была бледной, Миша молчал и избегал взглядов. И Марфа, не понимая, но чувствуя приближение чего-то ужасного, подошла к Анне и потерлась о ее ноги, ожидая, что ее возьмут на руки. Но женщина наклонилась, посмотрела на нее глазами, полными слез, и тихо сказала: «Прости, я не могу тебя взять». И эти слова, хотя Марфа не поняла их буквального смысла, были наполнены такой болью, что кошка замерла, пытаясь уловить, что именно происходит. Но дверь закрылась, шаги удалились, и дом погрузился в глухую тишину, такую пустую, что казалось, будто кто-то вырвал самую его душу. Марфа звала людей весь вечер, потом всю ночь. Она обходила комнаты снова и снова, нюхала вещи, которые еще хранили их запах, и не могла поверить, что они исчезли. Ведь дом без людей — это не дом, а пустой ящик. Холодный, гулкий, мертвый. Через несколько дней в миске закончилось все, что можно было съесть, вода исчезла, и голод заставил ее искать выход. И она нашла его. Старое, плохо закрытое окно на кухне, которое скрипело от ветра, и, несмотря на страх, она забралась на подоконник, протиснулась сквозь щель и оказалась на пожарной лестнице, а затем на улице. Огромный, шумный, опасный, где каждый звук казался угрозой, а каждый запах — загадкой. И вот так началась ее жизнь. Среди мусорных баков, холодных металлоконструкций, громких криков, лай собак, свиста машин и постоянного страха. Страха перед каждым новым шагом, который мог привести либо к еде, либо к драке, либо к смерти. Марфа нашла мусорку возле супермаркета, где люди выбрасывали остатки еды. И именно там она научилась выживать. Хотя каждый день был борьбой. Большие дворовые коты атаковали ее, собаки гнали прочь. Люди иногда смеялись или бросали камни. И все это ломало ее постепенно, как ветер ломает старую ветку. Но она держалась, потому что у животных нет роскоши сдаться. Им нужно выживать, иначе конец. Однажды ночью она нашла почти пустую консервную банку с запахом рыбы, сунула в нее голову, чтобы достать последние кусочки, и банка застряла так крепко, что в одно мгновение ее мир стал темным, глухим, ужасным. Она не видела, куда бежит, ударялась обо все, паниковала, слышала только собственный металлический звон вокруг головы. И люди, проходящие мимо, смеялись, снимали ее на телефон, кричали глупости, но никто не помог, и Марфа бегала вслепую до тех пор, пока не упала под старый контейнер и перестала двигаться. Истощенная, дрожащая, почти без сил, готовая просто исчезнуть. Ведь ни одно живое существо не создано для такого одиночества. Утром пришел Петр, дворник, который десятки лет работал в этом дворе. Он заметил блестящий предмет, услышал тихое мяуканье, аккуратно вытащил кошку,
Увидел ее отчаяние и понял, что ее нужно спасать. Пошел за инструментом и долго, очень аккуратно разрезал банку, чтобы не поранить ее, и когда металл наконец отпал, Марфа вдохнула воздух так глубоко, словно впервые в жизни, а Петр прижал ее к груди и сказал: «Ну все, малышка, теперь ты со мной». И эти слова стали для нее спасением. Он отнес ее в маленькую комнатку рядом с хозяйственным складом, дал молока, дал мягкую ткань вместо подстилки, и Марфа ела медленно, осторожно, словно боялась, что это все сон, а затем заснула. Впервые за много недель спокойно. Дальше жизнь стала меняться. Петр кормил ее, разговаривал с ней, строил ей маленький домик, защищал от других котов, и Марфа постепенно переставала бояться всего вокруг. Училась жить снова, училась доверять, училась любить. Она ходила за Петром по двору, слушала, как он рассказывает о своей жизни, о том, как был женат, как сын уехал, как теперь он живет один. И хотя она не понимала слов, она чувствовала одиночество в его голосе. Такое же одиночество, какое когда-то свело ее с ним. И это одиночество стало их общей точкой, их тихой связью. Марфа часто спала у Петра на коленях, мурлыкала, согревала его, а он улыбался и говорил: «Вот же чудо ты мое!» И каждый такой момент укреплял между ними невидимую, но крепкую ниточку. Ниточку, которую не разрушить ни холодом, ни ветром, ни временем. И даже когда наступали тяжелые зимние ночи, и ветер завывал между домами, Марфа знала, что Петр рядом, а Петр знал, что в его маленькой жизни появился кто-то, ради кого стоит вставать по утрам. И так они жили, старик и кошка, оба однажды потерянные, оба однажды брошенные миром, но нашедшие друг в друге дом, который не измеряется стенами или мебелью, а измеряется теплом, доверием и добротой. И каждый вечер, когда Марфа, свернувшись клубком, лежала у Петровых ног, она мурлыкала так глубоко, так спокойно, словно говорила: «Теперь меня никто не бросит». И Петр слышал это мурлыканье и знал, что за долгую жизнь это одно из самых искренних признаний в любви, какое только может быть, потому что мурлыканье спасенной кошки — это благодарность, которую нельзя подделать. Однажды, спустя много месяцев, Петр сказал Марфе: «Знаешь, если бы не ты, я бы думал, что в моей жизни уже ничего хорошего не будет». И хотя кошка не понимала смысла, она подняла голову, коснулась его руки своей мягкой мордочкой, и в этот момент их два мира окончательно соединились в один, в теплый, тихий, спокойный мир, где нет предательства, нет холодных дверей, которые закрываются навсегда, а есть только дом, который строится не из кирпичей, а из сердечности, и этот дом был у них обоих. Наконец-то, после стольких потерянных лет.